В один крайне беспокойный и неопределенный день, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом, раскрашивая утреннее небо мягкими оттенками розового и золотистого, и нежные лучи раннего света пробивались сквозь легкие облака, на мир, казалось, надвигалась тень разрушающего бедствия. Разъяренный бык по кличке Тормент, ставший символом гнева и силы, чудом вырванный из своих привычных условий жизни, ворвался в больницу, приняв ужасную форму разрушительной стихии. Его мощные и тяжелые копыта громко и угрожающе гремели по мраморному полу, издавая звуки, подобные раскатам грома, которые, безусловно, просто не могли не подстегивать панику среди пациентов и всего персонала, основным страхом которых была полная неопределенность происходящего. Как в какой-то кошмарный сон, секретарша, видя это деспотическое вторжение, так испугалась, что уронила телефон, который с глухим стуком ударился о землю, разлетевшись на части, словно тонкая стеклянная игрушка. Охранник, не глядя на свои шансы, приняв отчаянное решение, вытащил пистолет из кобуры и, сжав его в руке, был готов отразить натиск, но его героизм оказался безрезультатным, когда бык, взревев от ярости, сбросил его на землю одним лишь мощным движением. Глубокий и резонирующий рев Тормента раздавался по всей больнице, пронизывая сердца и умы, вызывая панику и хаос, как будто люди были вынуждены столкнуться с диким миром природы, который решительно взял верх над человеческими попытками создать порядок и безопасность. На звуки паники, раздававшиеся повсюду в многолюдной больнице, оперативно отозвались медсестра Патриция и доктор Мартин, находившиеся на стадии приготовления к хирургической операции. Сердца их забились быстрее, когда они услышали рев быка, звуковой сигнал, который мог предвещать только неприятности, море страшных событий и, возможно, угрозу для жизни. Несмотря на нарастающее волнение и смятение, доктор решительно дал указание сосредоточиться на операции, намереваясь оставить за пределами всего, что могло отвлекать или пугать. Высокая степень профессионального самоконтроля требовалась, чтобы выполнить процедуру безопасно. Однако находившийся на посту охранник, оказавшийся в сложнейшей ситуации, отчаянно пытался справиться с быком при помощи своего оружия, целеустремленно прицеливаясь в его сторону. Но вместо этого попался в ловушку, когда Тормент с яростью атаковал его, сбрасывая с ног как ветвь дерева и вызывая еще большее царство хаоса в тесных коридорах больницы, где врачи и пациенты оказались в настоящей ловушке. В эту минуту все понимали, что к их привычной жизни, основанной на переступании через высоту и низость, добавилось не только непредсказуемое, но и экстраординарное проявление силы природы, которой нельзя было управлять. Тем временем операционная комната, где привычная атмосфера научного рутинного труда вдруг заполнилась напряжением и трепетом, стала полем неожиданного столкновения, когда Тормент, наполняя ее воздухом непередаваемого ужаса и страха, без предупреждения ворвался в кабинет, ввергая в состояние глубочайшего шока доктора и медсестру, которые, не веря своим глазам, оказались в состоянии паники и полной нерасторопности. Столкнувшись с дикой природой и ее проявлением в виде могучего быка, они стремились к действиям, но их попытки защищаться оказывались бесполезными. Но, как это часто бывает в жизни, все неожиданно изменилось. Именно пациент, который был объявлен мертвым, стал тем, кто смог беззаветно успокоить разъяренного быка, тайно надеясь, что его жест станет решающим моментом. Он прикинулся мертвым, следуя инстинктам самосохранения, и сумел остановить атаку Тормента, используя редкую вежливость и бескорыстие, моей волей и полноценным проявлением стойкости в моменты, когда страх мог бы подточить его волю. Этот эмоциональный перелом стал удивительным поворотом в их взаимодействии, когда медсестра успела обработать раны пациента, а бык, останавливаясь и несколько успокаиваясь, выглядел так, будто стало более терпимым в своих намерениях. Как бык мог стать символом не только силы, но и милосердия, это оставляло неизгладимый след в сознании всех, кто оказался свидетелем этой ситуации.
Однако пока в больнице разворачивались кардинальные события, мы начинаем углубляться в предысторию самого быка, чтобы попытаться понять, как и почему он оказался в этой ситуации, что привело к такому неожиданному, нелепому вторжению. Некоторое время назад, когда природа находилась в встречной гармонии с жизнью на ферме и каждое существо чувствовало себя в своей стихии, Артур, фермер и близкий друг Винсента, нашел совершенно необычно сверкающий алмаз в лесу, освещенный солнечными лучами, который, словно звездная пыль, ослепил его взор и навел на мысли о богатстве и неограниченных возможностях, которые он представляет. Он, естественно и благородно, рассказал об этом своему злому соседу Теодору, который, обнаружив возможность обогащения, сразу же замыслил произвести злую и коварную игру, чтобы присвоить это великолепие себе. Он планировал купить землю Винсента и Джейн изначально, чтобы получить доступ к скрытым более дорогим сокровищам, что только добавляло напряженности и интриг в их отношения, оставляя в воздухе предощущение бури. Вместе с Артуром они поклялись хранить молчание о находке, но в их сердцах росло недовольство и меланхолия, как у шторма, готовящегося к опустошению мира. Этот союз, основанный на секрете, стал пространством для алчности и жажды властности, и у них не хватало понимания, что эта жажда только ведет к трагедии. На ферме Винсента, где природа и человек сосуществовали в идеальной гармонии, жизнь текла своим чередом, создавая у каждого жителя харизму и неподдельное чувство благополучия, которое невозможно описать словами. Винсент и Джейн наслаждались каждым моментом, проводя время вместе, шутя и безмятежно наблюдая за своими полями и животными, а молчаливая сила природы создавала более глубокую связь между ними. Винсент – внимательная и заботливая душа, мило шутил с Торментом, который стал его верным компаньоном, олицетворяющим силу и защиту. Джейн, его преданная супруга, всегда восхищалась их дружбой и глубокой преданностью, несмотря на очевидный дикий нрав быка, который был для них символом не только жизни на ферме, но и той истории, связанной со страстью, смелостью и крепкими узами, которые связывали людей и животных. Каждый день приносил новые радости и переводы, когда их отношения становились крепче и неразрывнее, как стебли звезд, соединенные небесной силой. Мелкие заботы терялись в фоне больших жизненных радостей, и чрезмерные волнения лишь добавляли некоторую остроту к общему восприятию жизни. Однажды, во время очередного мирного и спокойного дня, Джейн разговорилась с Винсентом о странном человеке, который случайно наткнулся на их ферму, сидя у ручья, закутанного в зелень, словно притяжение природы. Этот человек, по ее мнению, что-то искал, но его таинственное присутствие навевало тревогу и недоумение. Винсент, несмотря на ее углубленное беспокойство, не придал значения этому факту, считая, что это просто заблудившийся человек, ищущий успокоение в просторах природы. Однако Джейн, поразмыслив, несомненно заподозрила, что что-то могло быть не так, и, понимая, что внутри нее зрела тревога, решила испечь кукурузный хлеб, чтобы поднять настроение Винсента и подарить ему тепло и уют, который они оба нуждались, когда мир вокруг становился все более непредсказуемым и опасным. Это простая, но наполненная любовью действие стало символом стойкости и любви среди растущих треволнений, показывая, как обычные будни могут включать в себя непростые испытания. Джейн вновь показывала свою способность дарить свет в темные времена, превращая каждый день в знаковый момент, который укреплял их связь и углублял их чувства. Когда Винсент вернулся с поля, его взгляд остановился на пикапе Теодора, опасного и коварного соседа, который всегда искал возможность навредить и подорвать доверие между соседями. Винсент подошел к нему, и Теодор, несмотря на сложные отношения, предложил ему войти и выпить кофе. Жест, который мог бы показаться дружеским, но на самом деле скрывал намерение. Винсент, хоть и недовольно сжимая губы, все же принял приглашение,
полагая, что можно временно отложить свои постоянные подозрения и обсудить более мирные темы. Тем не менее, в разговоре, который завел Теодор, проскользнуло предложение о покупке его земли. Винсент, глубоко осознавая ценность наследия и привязанности к своему фермерскому стилю жизни, решительно и четко отказался, считая, что ферма – это не просто возможность получения дохода, а его жизнь и его история, которую невозможно просто так отдать на поругание. Все эти наивные и добродушные попытки лишь подтвердили его твердость в намерениях, несмотря на заманчивое денежное предложение, которое могло бы значительно изменить их жизнь. Чувство неожиданной тревоги нарастало, и Винсент осознал, что под маской милого соседа скрывается хитрая лисица с планами, направленными на его разрушение. Теодор, услышав решительный отказ Винсента, не сдался и, кипя от злости и желания, начал применять хитрые манипуляции и угрозы, чтобы уговорить Винсента продать его землю, используя при этом давление и различные психологические приемы, которые срабатывали на некоторых соседях. Он обращался к страху Винсента, уверяя его, что в случае, если он не сможет продать землю, его бизнес и семейное счастье будут под угрозой. Тем временем Винсент, полагая, что он предоставляет вдохновение своим детям и семье, продолжал оставаться непреклонным, отказываясь поддаваться на эти атаки и манипуляции. Но Теодор, видя, что его план не срабатывает и что Винсент противостоит его угрозам, решает начать действия по разрушению хозяйства Винсента. Он поджигает урожай, портит корм для скота и делает все возможное, чтобы настроить общину против Винсента. Это лишь увеличивало натяжение между ними и вызывало недовольство среди местных фермеров, которые увидели, как Теодор пытается разрушить подножие фермы. Трудности единства и преданности между местными жителями были важными, и каждый шаг Теодора только подтачивал уже находящуюся на грани дружбу. И так как натянутая струна, напряжение между Винсентом и Теодором достигло предела. И Теодор начинал планировать убийство Винсента, считая это выходом из сложившейся ситуации, но он не подозревал, что его действия будут иметь последствия, которые он не мог бы предсказать. В этот момент Тормент, верный защитник и друг Винсента, проявляет свою дикую природу в полной мере и вмешивается в ход событий, когда всем казалось, что дальнейшая конфронтация неминуема. Во время одной из попыток отравить Винсента в больнице, когда доктор уже готовился провести операцию, Тормент неожиданно врывается в здание, накрывая собой действия Теодора и защищая своего хозяина от предательства. Бык в едином порыве пронзает коридор, создавая звуки и перезагрузки, которые заставляют всех обернуться, и на секунду все понимают, что в этой борьбе за выживание есть будущее, готовые сломить альянсы коварства и разрушения. Это было событие на пересечении злобы и тоски, где воля к жизни и сила вдохновения смогли очистить поток недовольства и напряженности. Увидев, что охраны не было и что все происходит слишком быстро, Джейн, сползая по лестнице вместе с охранниками больницы, смело подошла к Теодору с открытым обвинением, обращая внимание всех присутствующих на его действия. Убедившись, что Тормент уже выбирается в открытое пространство, с ужасом в глазах они окружили злодея, который, поняв, что его действия привели к краху его плана, был готов к тому, чтобы соблюдать закон. Но было уже слишком поздно. Теодора арестовали, а Винсент, выздоравливая в больнице и постепенно приходя в себя, узнал ужасные детали того, что произошло. Он осознал, что все беды, которые явились к нему, были вызваны блестящим алмазом, который так сильно хотел заполучить Теодор, и это стало бы решающим поворотом в его жизни. Жизнь на ферме, наконец, вернулась к своему привычному руслу, когда стало обыденно видеть, как вокруг, под внимательным взором Тормента, улучшаются отношения с соседями и формируется новый круг поддержки. После всех испытаний, трудностей и борьбы за справедливость, Винсент стал самым могущественным человеком в регионе, так как решение заняться алмазами открыло перед ним новые горизонты и необычные возможности, которые он даже не мог себе представить.
Он стал уважаемым лидером общины, поддерживая местных фермеров и защищая их интересы с тем же мужеством, с которым Тормент охранял его. Оставшись при этом щедрым и добрым, заботясь о своем друге и спасителе, быке Торменте, он стал символом справедливости и стойкости. И в конце этой истории мы закликаем вас продолжать обсуждение. Как бы вы назвали Тормента быка, который стал героем и защитником этой запутанной истории? Пишите ваши идеи в комментарии, делитесь мыслями и ждите новой, захватывающей истории, наполненной приключений, любви и вдохновения, которые только и освежают наши душевные взгляды.